О. Привет. Я путешествую автостопом из Мурманска до Лиссабона, без денег, без смартфона, и нашел очень интересную страничку в Инстаграме, Извана Квира называется. Зайдите, подпишитесь, мне очень понравилось. Yeah, Всё, man. я Thank you. Потом в Хорватии и Словении я мало снимал, отдыхал. Там по видео вы видели. И в Хорватии ребята очень дружелюбные, помогли мне, мы погуляли. Ботинки вон даже мне дали. Подарили. Купили билет мне на поезд, и я доехал до Словении. Там тоже маленький город, совсем сходили вот на спектакль. Потом мой хост ехал на границу с Италией. Ну и я решил Австрию пропустить. В другой раз как-нибудь поехал с ним больше 200 километров. Потом мне оставалось около 50 километров. Я автостопил. И вот вчера уже чуть-чуть гулял по городу. И сегодня тоже погуляю по городу, по небольшому. Посмотрю, что тут да как. Вчера погода была ничего, сегодня, как всегда, когда съемки, погода испортилась. Но ничего, просто завтра думал ехать в Венецию, никто не отвечает, все заняты. И, может быть, поеду в Верону. Вот, гуляем. Город называется Удина, или как по-английски можно прочитать Юдин или Юдин. Но 100 тысяч тут живет всего лишь, 983 года, первое упоминание. Удина – это небольшой город в северной Италии с венецианским шармом и старинными палаццо. Здесь есть несколько замечательных площадей, замок на холме, откуда открывается прекраснейший вид на город, крыши, вид на горы и Адриатическое море на юге. Это своровано из интернета. Я нахожусь на площади Свободы, Пьяццо Либерта. Это самая древняя площадь в Удине. Это, как я понимаю, лоджия Лионелла, 16 век. По-моему, оно. И тут часовая башня, 16 век тоже. Ну, даты там чисто вам зачем. Думал, в Италии мне не очень понравится, как-то, не знаю, с детства так
Но приехал, когда мы вчера погуляли маленько тут по городу. Очень классная архитектура, просто нравится и не знаю, очень красиво. И увидел там фрески внутри красивые. Но не знаю, вовнутрь, наверное, не получится зайти. Монумент, когда, как я понял, Италия вышла из Второй мировой. Вот я рядом с Кафедральным собором. Это главная и самая впечатляющая церковь города. Если будете ее искать, она находится на Пьяццо Дуомо. Это в нескольких шагах от главной улицы города. Собор начали строить в 1236 году, а закончили вчера. И его много раз там достройки были. Финальное название Санта-Мария-Маджоре.
купол, конечно, белиссимо. Итальянцы, в принципе, как в фильме, как по телевизору, все такие вот, как и есть. Приветливые, сначала пугаются маленько, а потом очень доброжелательны. Вчера пробовал пиццу, ну только квадратную, не знаю, или я был очень голодный, но вкусно. Вечером еще кушали тоже подобие пиццы, только круглая булка, порезанная пополам и на 4 части. Покупаешь такой конус, но он большой, и внутри начинка. Я 2 штучки съел, они довольно сытные. Одна там с яйцом была и беконом, другая с ветчиной, по-моему, там и овощами. Очень вкусно, сытно, умеют готовить. Иудин является родиной пива Бира Моретти. Вчера тоже попробовал бутылочку, вкусное, ну, пиво как пиво. Но сейчас перекупили Хайнекен, по-моему. Это, как понимаю, рыночная площадь. Вчера еще Лебедева смотрел, вот он рассказывал про Швецию. Тоже там прям, он любит эти всякие ручечки, замочки. И я тоже сейчас начал смотреть, очень красиво. Тоже все древнее. Как границу вообще перешел, так сразу архитектура со Словенией поменялась. И все так древнее, очень красиво. Иногда специально иду просто куда попало, потому что можно увидеть что-нибудь необычное, интересное. Эти круглые штучки, там внизу парковка, испугался. Теперь я понимаю, почему люди хотят жить в Италии. Ну, действительно красиво, все древнее, но с элементами 21 века. Ну, как мне сказали, тут можно за 100 тысяч квартиру купить, а в Риме за 500 тысяч. Даже за 100 тысяч я в Финляндии такой дом куплю, что тут как целый город будет. Там этот ангелочек, который наверху золотой, я думал, почему он повернут куда-то туда был вчера, а он вертится из-за ветра. В общем, когда ветер дует туда. Да, хорошо, что меня тут хвост принял, наверное, никогда бы об этом красивом городе не узнал бы. Раньше это была резиденция всяких правителей, и когда построили замок, потом разрушили, и в 1511 году
вот на том же самом месте сделали 3D принтером. Вход, конечно, платный, но сейчас я историю расскажу хотя бы. Итак, писатель Луиджи да Порто, он первым рассказал историю Ромео и Джульетты. Он приехал в Удине, я точно не помню, вроде любовь была, ее звали Джульетта, он написал рассказ «Джульетта», что и она жила в Удине, и потом Шекспир как бы позаимствовал идею или, в общем, стыбрил и перенес это все в Верону, в которую я, скорее всего, завтра поеду. О. Вот это вроде арка Балани, увенчанная венецианским львом. Сейчас буду искать, потому что я зашел не с Пьяццо Либерта и пойду в обратную сторону, потом уже там погляжу. И эта арка была построена в 1556 году знаменитым архитектором Андреа Палладио. Тут где-то церковь Санта-Мария-де-Кастелло и портик Липпомано 1487 года. Сейчас поищу, не найду. Да, искал, ходил, а это все рядом было, просто не туда зашел. Мне сказали, завтра могут купить билет на поезд до Венеции, там уже дальше сам. Я согласился. Автостопить что-то уже. Вот эта церковь Санта-Мария. Вот эта церковь Санта-Мария. И, я сейчас тут похожу просто, где везде открыто, туда я захожу. Двери красивые даже. Мне, как всегда, везет, везде реставрация. Да, красиво очень. Адриатического, наверное, в такую погоду не увидишь и не надо. Березы какие-то, правда, у них странные. Я думал, про вид наврали, то там деревья, ничего не видно. Все время надо поправлять камеру, потому что капли. Я думал, про вид мне наврали. Написано, что было, но все-таки вот я нашел это местечко, и действительно красиво.
все, товарищи, пойду домой. Еще примерно 2-3 города в Италии я буду. И, наверное, Новый год и там Рождество католическое. Где-то Италия, Франция буду. Или на улице, или в церкви. Так что как получится. Там видео в начале, где я поприветствовал, это мы записывали в Хорватии. Там попросили для Инстаграма. Еще сниму там церквушку, но уже без слов и все. Так что перед следующим выпуском приготовьте себе спагетти. Можете карбонара, болонезе. Или сварганьте себе пиццу, как говорят поляки. Все, до скорых встреч. Струйка солидная. Церковь.